Здравствуйте, дорогие друзья! Что ждет Парса и Асию дальше? Есть ли у Гюль шанс снова занять место в его сердце? И сможет ли Лейла разрушить их отношения? Или же эта любовь окажется сильнее всех интриг? История начинает накаляться в тот момент, когда Парс узнает, Лейла вместе с Оливентом утвердили Гюль новым лицом компании. Для него это становится настоящим ударом. Он не просто недоволен, он буквально выходит из себя. Но вместо открытого конфликта выбирает другой путь. Тайно, не посвящая даже господина Алишана. Парс приказывает убрать все материалы с участием Гюль, словно пытается стереть ее из своей реальности. Но, как это часто бывает, правда не остается скрытой надолго. Лейла, не выдержав напряжения, раскрывает все Асии. Ее слова звучат как приговор. Парс до сих пор любит Гюль, иначе он бы не сделал ее лицом компании. Для Асии это становится моментом, когда внутренний мир рушится. Все, что казалось крепким, вдруг превращается в сомнение, слезы, боль, разочарование и решение отдалиться. Чтобы не чувствовать еще сильнее, Парс мгновенно замечает перемены. Он не тот человек, который спокойно смотрит на страдания любимой. Ее взгляд становится серьезным, голос твердым. Гюль – это прошлое. В моей жизни есть только ты. И в этих словах есть правда. Но проблема в том, что раненое сердце не подчиняется логике. Оно сомневается, боится, закрывается. Тем временем ситуация с Гюль принимает неожиданный поворот. Парс предлагает ей компенсацию, словно хочет окончательно закрыть эту страницу. Но Гюль не из тех, кто уходит тихо. Она отказывается, сохраняя гордость и, возможно, скрытые чувства. На фоне всего этого появляется еще одно давление – госпожа Султан. Ее слова звучат не как совет, а как стратегия. Ты должна привязать его к себе. Ребенок – самый быстрый способ. И вот здесь начинается внутренний конфликт Асии. С одной стороны давление, ожидание, страх потерять. С другой искреннее желание создать семью. Вечером, набравшись смелости, она говорит Парсу то, что давно носилось в сердце. «Я хочу ребенка от тебя». С этого момента она словно пытается стать идеальной, заботиться о себе, меняется внешне, старается быть еще ближе к Парсу. Но жизнь вносит свои коррективы. Старая проблема с ногой возвращается и усиливается. Парс, видя ее боль, не остается в стороне. В этом проявляется его настоящая любовь. Не в словах, а в поступках. Он берет все в свои руки. И отвести ее к врачу, диагноз строгий, но шанс есть операция. И операция проходит успешно. Это становится символическим моментом. Асия будто избавляется не только от физической боли, но и делает шаг к новой жизни. Именно в этот момент судьба сталкивает их с Гюль. Она видит всю заботу Парса, их близость, ту нежность, которую невозможно сыграть. И в ее глазах появляется то, что невозможно скрыть ревность. А теперь вопрос к вам. Как вы думаете, кто действительно подходит Парсу, Аси или Гюль? Напишите в комментариях 1 Асия, 2 Гюль. Мое мнение, если смотреть глубже, Парс уже сделал свой выбор. И это Асия. Его поступки говорят громче любых слов. Гюль – это прошлое, которое все еще пытается напомнить о себе, но не факт, что у него есть будущее. Но в таких историях прошлое редко уходит без борьбы. И если Гюль действительно решит вернуть Парса, нас ждет еще более жесткое противостояние. Как думаешь, Асия выдержит это давление до конца? Пишите свои мнения в комментариях, мне очень будет приятно прочитать их. Всего доброго, до свидания.